Квашеная капуста по этому рецепту получается очень вкусной, хрустящей и не становится мягкой. Готовить капусту будем в собственном соку, в банке без сахара и уксуса. Из кочана снимаем верхние листья, они часто содержат механические повреждения, к тому же они не очень сочные. Хороший сорт для квашеной капусты округлой формы с приплюснутыми полюсами. Снимаем аккуратно один лист капусты, для чего я покажу далее. Для удобства разрезаем кочан на части. Послушайте, какой приятный хруст. Измельчаем капусту любым удобным способом, ножом или специальной теркой. Сильно не дробите, мелко не всегда сочно. Нарезанную капусту перекладываем в глубокую большую емкость. На крупной терке трем морковь. Можно также натереть на терке для корейской морковки. И добавляем к капусте. Отмеряем 1 столовую ложку с горкой соли. Не берите йодированную соль, берите обычную поваренную соль грубого помола. Понемногу солим капусту и хорошо перемешиваем. Также наравне с квашеной капустой можно приготовить по быстрому рецепту маринованную капусту. Ссылку я дам в описании. Когда перемешиваете, немного приминайте, чтобы капуста пустила сок. Все пропорции в этом рецепте подобраны идеально. Полное описание есть под видео. Квасить капусту я буду в 3-литровой банке. Это, пожалуй, самый удобный способ, но вы можете взять любую удобную емкость. Выкладываем капусту в банку, при этом немного уплотняем. Заполняем не до самого верха. Нам нужно немного места для сока, который будет увеличиваться во время квашения. Выливаем весь сок в банку. Если капуста у вас не очень сочная, можете добавить немного кипяченой воды. Хорошо уплотняем и выравниваем поверхность и накрываем тем листом, который мы оставили в начале, чтобы верхняя капуста не сохла. Для подстраховки ставим на тарелку и оставляем банку при комнатной температуре и будем наблюдать процесс брожения. Квашение капусты – это ферментативный процесс, при котором выделяется сероводород. И при помощи длинной ложки или шпажки нужно помочь ему быстрее улетучиться и убрать неприятный запах и горечь. Спустя 24 часа прокалывайте капусту до дна емкости. И так 3 дня подряд. Квашеную капусту можно употреблять на 3-е сутки после того, как вы ее поставили кваситься. Но этот процесс может затянуться, если температура воздуха слишком низкая. Чтобы определить готовность продукта, пробуйте ее на вкус. Чтобы полностью закончить процесс ферментации, желательно переложить капусту в другую посуду, так сказать, перетрусить. Тогда точно не будет неприятного запаха и горечи, и капуста будет хрустящей и вкусной. Затем поставьте капусту в холодильник. Мой любимый салат очень простой. Немного отжимаем лишний сок. Режем полукольцами или четвертью немного лука. Добавляем к капусте. По желанию добавляем маринованный или кислый огурец. Немного ароматного растительного масла, сегодня у меня оливковое, и хорошо перемешиваем. Все, салат готов. Вкусно, просто и очень полезно.